Всем привет! Блин, я уже настолько ненавижу свой микрофон, что снимаю через диктофон телефона. Вот так и живем. Ну что ж, на канале Ромы наконец-то вышел юбилейный 10-й выпуск скетчей про Густава. И я здесь для того, чтобы показать их аниматики. Ну что ж, не будем тянуть, погнали. Для первого скетча я не делал никакого аниматика, поэтому в качестве него можно показать вот эти материалы, которые я записал на отдельную дорожку в отдельном символе. Для второго скетча я уже додумался сделать аниматик, и, собственно, это он. Собственно, с этого скетча и будут аниматики. У тебя нет музыкальных способностей, так что не судьба. Бездарность учит бездарности своего бездарного сына. Значит так, ты из дома больше не выйдешь, все лето будешь заниматься музыкой. Все ясно? Да как-то нет. Себастьян, ты знаешь, что это такое? Это скрипка. Это не просто скрипка. С этого дня она станет твоим лучшим другом. Да. Когда-то она принадлежала твоему прадеду, потом деду, а он вручил ее мне, чтобы я стал великим музыкантом. К сожалению, мне это не удалось, но я уверен, что ты-то станешь лучшим скрипачом мира, правда? Конечно, папа. Я оправдаю твои надежды. Молодец, Себастьян. Этот скетч на данный момент почему-то является самым непопулярным из всех, судя по просмотрам. Хотя, блин, тут же Густав Сталин. Тут, блин, Густав Сталин. Что вас не устраивает? Почему так мало просмотров? Ну, ё-моё, народ. Товарищ Сталин, весь советский народ, вся наша отчизна нуждается в вас, в вашем мудром руководстве. Каковы будут ваши дальнейшие приказы? Я понял одну вещь. На самом деле Советский Союз погрузился в состояние депрессии, несмотря на победу. В такие моменты народу нужна расслабляющая музыка, ласкающий звон. Но, учитывая ситуацию, мы будем развивать музыкальные способности в нашем народе. И мои дальнейшие приказы — тренировать всех способных под угрозой чугунной линейки, а всех бездарностей расстрелять. Бен, дружище, прекрасный инструмент. Так, Густав, это отличный револьвер. Мне он достался от отца, страстного любителя оружия и отличного солдата. А мой старик не любил оружие. Что ж, когда вернемся домой, придется купить револьвер самому. И когда появится сын, подарю ему. Да, я знаю, что в руке Бена должен быть кольт, но пусть будет револьвер. К этому скетчу мы подошли более ответственно в плане концепции. Вон, мы даже создали отдельные концепт-арты персонажей. Бля, сюда смотри, петушара. Ты кто есть, блядь? Ты кто нахуй? Представься. Франц меня зовут. Франц, пидоранц, блядь. Ты с какого города, чепушила? Мюнхена. Ты чё, не в курсах, что в этом городе бильярдными шарами торгую только я, Густав Швагенвагенс и мой сын? Но нам сказали... Кто сказал? Кто ты по жизни? Сказал Якоб. Якоб твой, черт! И ты по жизни черт! Пизда тебе, бля!
Я надеюсь, этот скетч смотрели только совершеннолетние, правда? Хотя кого я обманываю? Мне и самому не было 18 лет на момент его создания. Блин, что со мной не так? Моя дорогая, горячо любимая супруга, если у нас получится вторая дочь, как мы ее назовем? Ну, я бы ее назвала Инесса, мой хмурый мандарин. Ты не представляешь, как я хотел бы сына. И имя на букву «С». Стефан? Нет. Может, Себастьян? Верно, читаешь по глазам. Ведь сын — это тот, кто должен продолжить дело предков, боясь разрушить их ожидания. Это главный объект насмешек и презрения за то, что не вынес мусор в нужное время. В отличие от дочери, с ним можно не мелочиться и учить его жизни до изнеможения, изливая свои эмоции, как сейчас. Ну это разумеется, если появится мальчик. Итак, ты готова? Воу. А тут я решил изобразить Мэри в ее классической прическе, как из сериала. А этот скетч побил все рекорды в плане просмотров, как среди скетчей, так и среди всех видео на канале Ромы. Это миллионный выпуск. Офигеть, это мой первый миллион. Ну, не мой, конечно. Наш с Романом, он совместный. Это наш общий труд. И это реально достижение. Отец, расскажи мне одну вещь. В твоем детстве тоже ведь трудно было держать достоинство при очередном унижении. Твой дед был так же строг, как и прадед. Но я тебя еще мягко бил. Знал бы ты, какая сила удара была у моего отца. Да я этого не отрицаю. Я вообще не держу на тебя зла, папа. Глупыш, я же делаю это, чтобы быстрее подготовить тебя к разочаровывающей жизни. Если я и бил, то любя. Ведь все хорошо. Возвращайся обратно. Забудем это прошлое и будем снова жить как дружная семья. Я не вернусь. Никогда. Но я рад, что все кое-как прояснилось, отец. Ну хорошо. Я тоже рад, мой сын. Один только вопрос. Данаккорд, в какой тональности он будет доминирующим? А этот выпуск мне пришлось поделить на две части. Потому что, блин, это грёбаный анимейт. Тут 1 минута анимации может весить 2,5 гигабайта. Поэтому пришлось поделить. Простите меня за все, ваш муж, отец, Густав. Помогите! Отец! Тихо, Лидия, тихо. Слушай внимательно. Мой бизнес под угрозой. Конкуренты уже несколько раз присылали киллеров. Защитить тебя и Себастьяна, ваших детей, может только эта инсценировка. Мне пора в далекий путь. Но как? А что будет с нами, отец? Я напишу завещание. Если будешь молчать, почти все наследство оставлю тебе. А Себастьяну? Ему пойдет лишь сувенир. Так надо, иначе враги обо всем догадаются. Конечно, отец. Можешь на меня положиться. А как же яхта Кэролайн?
Я думаю, все, кто работают в Animate, меня прекрасно поймут, потому что ему свойственно вылетать в самый неподходящий момент. Вот и из 10-го скетча этот утраченный кадр, который я заменил на вот этот. Но я думаю, мне кажется, это пошло на пользу, потому что первоначальный кадр выглядит как-то не очень выразительно, как я сделал потом. Эх, вот я и на месте. Здесь, наверное, все и закончится. Ребята, папа вас очень любит. Поместье, конкуренты, инсценировка самоубийства, семейные скандалы. И уж, конечно, моя строгость к вам осталась в прошлом. Все это забытый, ненужный сон. Все это позади. Здесь мы будем только вместе. Да, жаль, что это не канон, наша счастливая троица. Хотелось бы еще побольше историй. Что думаете, ребята? Да, но у создателей свои планы насчет них. То ли еще будет. Не знаю. Ну, собственно, это все. Даже не знаю, в качестве бонуса могу показать зарисовку обложки, переозвучки моей анимации. Я думаю, после этого вы поймете, что даже делать такие простецкие анимации, это тоже, между прочим, непростое дело. И говорю для тех, кто до сих пор не понял, я надеюсь, таких людей нету, что все эти анимации — это фанфики, и никакой связи с каноном они не имеют. Конечно, есть какие-то зацепки и особые предположения, как я люблю делать. Но все это не более чем фан-анимации. И то, что Густав жив в 8-м скетче, объясняет один простой факт. Это фанфик, ё-моё. Ладно, что-то я погорячился. Ну что ж, собственно, это все. До встречи, друзья. Грёбаный микрофон, ну какого хрена ты шум издаешь?